Завтра тебя казнят. Но когда его К9 собака заговорила, судья упал на колени, весь суд онемел. Тишина повисла в зале суда, такая плотная, что казалось, ее можно потрогать. Овчарка по кличке Рекс, верный напарник осужденного, сидела у его ног, взгляд ее янтарных глаз был прикован к человеку, чью жизнь сейчас решали. В зале, где царила атмосфера обреченности, никто не ожидал чуда. И вот, чудо произошло. Из пасти Рекса вырвались слова, четкие и ясные, словно произнесенные человеком: «Он невиновен, Ваша честь. Он спас мою жизнь, когда я был ранен. Он никогда бы не причинил зла». Судья, каменный до этого момента, рухнул на колени, словно подкошенный. Он знал Рекса, он видел его преданность хозяину. В его глазах отразилось потрясение, неверие и, наконец, надежда. Остальные присутствующие застыли в изумлении. Зал суда, наполненный шепотом и перешептываниями, вдруг затих. Все взгляды были прикованы к собаке, произнесшей эти невероятные слова. Адвокат осужденного тут же подскочил, воспользовавшись моментом. Он потребовал немедленного пересмотра дела, ссылаясь на новое, неопровержимое доказательство невиновности его клиента. Судья, все еще пребывавший в шоке, кивнул, не в силах произнести ни слова. Заседание было отложено. На лицах людей читалось смятение, надежда и страх. Никто не знал, что произойдет дальше, но одно было ясно: жизнь осужденного изменилась навсегда. За пределами зала суда разразился хаос. Новость о говорящей собаке облетела город со скоростью лесного пожара. Репортеры осаждали здание суда, требуя интервью с Рексом, с судьей, с адвокатом, с кем угодно, кто мог пролить свет на это невероятное событие. Ученые-мужи, скептики и верующие толпились у дверей, каждый со своей теорией, объясняющей феномен. Внутри, в тишине кабинета, судья и адвокат обсуждали сложившуюся ситуацию. Судья, наконец, оправившись от потрясения, осознал всю ответственность момента. Он понимал, что должен принять решение, которое повлияет не только на судьбу осужденного, но и на весь мир, который теперь жаждал объяснений. Адвокат, чувствуя, что удача на его стороне, настаивал на немедленном освобождении его клиента. Он утверждал, что слова Рекса – это прямое доказательство невиновности, и что игнорировать их было бы несправедливостью. Судья молчал, взвешивая все за и против. Он знал, что освобождение человека на основании слов говорящей собаки вызовет бурю протестов и сомнений. В конечном итоге, справедливость восторжествовала. Судья, руководствуясь велением сердца и разума, принял решение освободить осужденного. Рекс, верный друг и спаситель, стал героем дня, символом надежды и доказательством того, что чудеса случаются. Жизнь продолжалась, но мир уже никогда не был прежним. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.